Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за новыми выпусками. Спартак Суббота, психоаналитик на связи. Спартак, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Спартак, ну тут, правда, без психоаналитика не разобраться. Значит, уже который день просто на разрыв, неимоверно, волнующе шатает украинскую власть. НАБУ вышла с делом Мидас. Специфическое название, уже все расшифровали, все вспомнили царя, который там по преданиям все превращал в золото, а потом не смог даже кушать, потому что то, до чего он касался, это становилось золотом, так и, собственно, и умер. Это ведь четкая отсылка, что кроме там Миндича, кроме министров, экс-министров, вице-премьера даже, который денежку в Москву переводил, и разных других грязных подробностей по поводу энергетики, оборонки, мы услышим и голос Зеленского на этих пленках. И, наверное, это будет кульминация. Как вы оцениваете происходящее? И на самом деле, вот все же знают, что власть ворует, власть так себя ведет, да, во время войны. И все вроде как смирились, закрыли на это глаза. Но тут, когда у нас появляются конкретные записи, конкретные медийные выстрелы, разрывы, абсолютно переоцениваешь не только власть, а и войну. Что скажете? В данном случае мы можем обратить внимание на широкий спектр когнитивных ошибок в обработке данных у людей, связанных с трудностями восприятия фактов. Мы когда-то с вами уже говорили о том, что основной причиной является недостаточность хорошего питания, качества жизни, элементов безопасности. И под давлением внешних обстоятельств людям очень сложно мыслить логически. Тем более есть разная категория мышления человека свободного и мышления толпы. В принципе, в большинстве ваших эфиров многие эксперты объясняют это с разных позиций. Кто-то с политической позиции, кто-то с позиции философской, почему так происходит. Но есть такое направление — когнитивистика. Она изучает принципы мышления. И вот есть в этой когнитивистике вот эти когнитивные искажения, ошибки в обработке данных и логические ошибки. И пример, который используют чаще всего украинские власти, называется игнорирование контрпримера. Еще это называется апелляция к истинности, или есть такая тоже свое название, оно звучит так: «Не один настоящий шотландец». Как они это используют? Почему людям, они понимают, что что-то происходит не так, но стараются, собственно говоря, не особо об этом говорить. Вот этот тезис, отсутствие наличия контрпримера, оно звучит так: у нас во власти все хорошо, потому что у власти украинцы и украинцами избранный народ. Если человек у власти ворует, значит, это не настоящий украинец. Следовательно, все настоящие украинцы порядочные и хорошие. Я прошу прощения, я не хотел это цеплять. И вообще, знаете, всегда это такой тонкий лед. Но елки-палки. Смотрите, мы даже такой историосовской грани коснулись в этом скандале. Все знают, и в школьных учебниках, я помню даже в школе, да, нам говорили, Украина, особенно там, да и вообще по Украине в истории были еврейские погромы. Причем при Богдане Хмельницком, то есть еще когда, казалось бы, да, в общем-то, не так развит был мир, цивилизация, но уже это было. И понимаете, в чем дело? Когда вы говорите, украинцы избрали, украинцы – это легитимная власть, украинцы, мы, помню, гордились, что вот у нас президент еврей, значит, никакого нацизма в Украине нет. Да елки-палки. Показали нам, Миндича уже все знают в лицо, все, каждая собака в этой стране под названием Украина и за пределами. Но тут показали фотографии этих цукерманов, бухгалтеров, да, которые там, слушайте, но это прям этногруппа. Это прям, это украинцы не выбирали. Получается, этот аргумент рушится априори. Плюс мы видим, что это совсем не власть, а так, друзья власти.
вы правильно подметили, однако я хочу обратить внимание на то, что так думают украинцы, потому что украинцам подается эта информация. Естественно, люди, которые хоть сколько-то разбираются в истории или интересуются политическими направлениями, понимают, что это не имеет отношения ни к легитимной власти, ни к статусу власти, ни к украинцам. То есть никакого отношения это не имеет. Не помню точно период, когда Украиной правили украинцы, может, вы как-то подскажете, но в ситуациях, когда людям подается информация. Вы же почитайте, что пишут в популярных пабликах, которые цитируют средства массовой информации, подконтрольные нашему государству, что справжні українці, справжні патриоты. Есть вот этот вот тезис про справжний, настоящий. И в данном случае как раз вот эта вот ошибка, которая называется игнорирование контрпримера, или апелляция к истинности, она говорит о том, что истинный украинец готов терпеть. И вы понимаете, что самое интересное, то, что вот эта власть выстраивает представление о том, каким должен быть украинец. А какое оно представление выстраивает? Покорным, не задавать вопросов, потому что не на часе. Популярные сейчас медиаблогеры, которые всегда оправдывали власть, какой бы конченый поступок мы не наблюдали со стороны власти, всегда есть оправдание, и там много тоже вот этих вот логических ошибок, когнитивных ошибок, мы о них, я думаю, с вами поговорим. То есть если вот упростить, вся власть в государстве и представление украинцев о власти строится на целом комплексе костылей, ошибок. И если одна из ошибок, вот ее выдернуть, например, как вчера это произошло и позавчера, когда когда НАБУ начали действовать, если выдернуть, у многих украинцев возникает вопрос: секундочку, что же это такое? И вот видите, вся эта конструкция держится на очень хорошо выстроенных костылях. И если мы выбиваем один из них, она начинает рушиться. И я вам скажу честно, Александр, только самые упоротые, вот именно либо упоротые, либо имеющие серьезные проблемы с когнитивными функциями, олигофрены, например, люди там с расстройством аутичного спектра, люди с дебильностью, то есть, и задержки психические, то есть именно больные только люди продолжают поддерживать эту идею и защищать власть. Если защищаешь власть в условиях, когда у тебя нет электроэнергии, а электроэнергия на ней зарабатывает, на электроэнергии, на ресурсах зарабатывает власть путем отмыва денег, путем воровства, если ты продолжаешь поддерживать власть, одно из двух: ты либо с ней вместе зарабатываешь, либо ты клинический идиот, имеющий серьезные когнитивные нарушения. То есть тогда тебе надо лечиться, пройти какие-то там основные курсы, купить какую-то разукраску, в конце концов, развивать навыки моторики. То есть ты должен делать что-то, чтобы двигаться в сторону развития. Но если ты зарабатываешь, как зарабатывают некоторые сейчас очень... Боже, я вчера послушал, слушайте, как оправдывают столько манипуляций дешевой. Мной так в детстве родители манипулировали, убеждая меня, почему я в садик должен надеть колготки. Понимаете? То есть это очень примитивные манипуляции. А вы сами понимаете, очень сложно доказать свой авторитет, когда ты парень, и ты в колготках. Потому вот они пытаются убедить украинцев в том, что вы неправильно все думаете. Вам не должно быть важно, что происходит во власти. У нас есть основной враг. И когда мы смотрим на вот эту конструкцию из костылей, которая начинает рушиться, возникает вот это ощущение, о котором мы говорили, я не помню, может, это 4-5 эфиров тому, когда я сказал: я верю в то, что это изменится, я верю в то, что будет кто-то все-таки задумается. И вот что интересно. Учитывая то, что самые упоротые, так называемые профессиональные украинцы, которые относятся к категории настоящих украинцев, они же верят в то, что ни один настоящий украинец не станет бороться с властью, потому что власть от Бога. Вот эти люди не решают судьбу государства, потому что, как правило, это маргинез. Это вообще крайняя точка. Это эта часть. Те люди, которые начинают что-то решать, уже задумываются. И задумываются даже ближайшее окружение. Среди людей, которые работают в офисе президента, которые являются моими приятелями, с которыми я на связи, они говорят, что, слушай, некоторые вещи даже мы не принимаем. Мы не можем это принять, потому что с нами не делятся. Говорят, с нами не делятся. Не делятся деньгами или не делятся деньгами? Да, говорят, с нами не делятся деньгами. Говорят, я готов был бы это, конечно, у меня есть там один знакомый, у меня с ним такие последние 1,5 года посредственные отношения. Он говорит: слушай, мы как бы готовы, мы про власть там всегда хорошо говорим, но нам денег не дали даже. Говорит, это не порядок.
Это особая, конечно, черта. По поводу того, и как оправдывают власть, это, конечно, нонсенс. Значит, целый ряд, и вот прям классика вот этой манипуляции и боевой пропаганды льется из уст политтехнолога Петрова. Вот он говорит о том, что, ребята, да плевать. Мені начхати на Міндіча, чесно кажучи, мені начхати на Галущенка, мені взагалі начхати на всіх, хто в цій країні займає якісь посади, на кшталт міністра Галущенка, да, там, і на всіх, хто там займається бізнесом. І досі не дійшов до того, що потрібно свою діяльність влаштовувати або займатися своєю діяльністю так, щоб не підставляти тих людей, які вам дали можливість працювати. Мені от просто неприємно за державу. Люди працюють, роблять це можливо для того, щоб у держави був імідж, люди працюють, роблять це можливо для того, щоб держава мала певну вагу в міжнародних перемовинах. А із-за вашої слабкості, тобто от ці персонажі – це слабка ланка. Із-за вашої слабкості, із-за того, що вас якісь лохи на кшталт набушників можуть зробити ще більшими лохами, держава отримує неприємності. Значит, это я хотел бы, чтобы мы разобрали, потому что это прям квинтэссенция. Значит, люди вам доверили, вас, так сказать, вывели. Мне плевать на этих Миндичей, на всех, но какие-то лохи-набушники вас вот так вот, да, вот так вот с вами поступают. Вы, мол, предаете светлый лик Зеленского, светлый лик власти, и вот так вот, собственно, себя ведете. Это слабые люди. Это слабые. Вот мы сильные, нам плевать. Просто классика. Я не знаю, Геббельс, конечно, он больше профессионал, он плюется, но ведь это кто-то слушает, и ведь кто-то так думает и разделяет эту точку зрения. Да, и вот эта ошибка называется закон исключенного третьего. Ее еще называют в когнитивистике ложная дилемма. Звучит она так. Суждение верно, либо верно его отрицание. То есть третьего не дано. Ты либо с нами, либо против нас. Вот у них же какая позиция? Что вы либо поддерживаете государство, вы либо с государством. Вот есть два фактора. Государство и НАБУ. Но вот этот вот закон исключено третья ложная дилемма, не учитывая то, что между крайностями часто есть что-то третье, потому что хорошая работа государства подразумевает наличие НАБУ, то есть это взаимодополняющие факторы. Без хорошего и эффективного сотрудничества с независимыми органами, такие как НАБУ, хотя мы знаем то, что там заместитель специально был поставлен офисом президента, но его очень умело они устранили его. Более того, были выложены оперативные съемки. Я думаю, вы знаете, это оперативная съемка НАБУ. И он как бы хотел выкрутиться, сказать, что это мы снимали, вот это мы делали. Нет, парень, это тебя снимали. Это не ты снимал, это тебя снимали, это просто тебя использовали. То есть НАБУ имеет, видимо, больше интеллекта, показателей IQ. И, как правило, у них есть план. И вот что удивительно. Обратите внимание, Александр. Когда начали Магомед Расулова, это сотрудник НАБУ, его за семью, не только, там отца всего окружения, начали проводить обыска, начали сильно крепить, ответ быстрый не последовал. И мы думаем, неужели ничего вот сойдет с рук этим ворам у власти, неужели вот эти ублюдки, они просто так вот... А нет, что интересно, они понимали, что начнутся удары по инфраструктуре, и что будут вопросы именно тогда, когда у украинцев не будет электроэнергии. Это лучше всего сработает. Сейчас иногда доходит до того, что в сутках там по 3 часа электричество есть. И в это время они воруют. В это время. Вот самое тяжелое время. И в этот момент агенты НАБУ принимают это правильное решение. Уметь выждать. Понимаете? Воровать тоже надо уметь. Научись, в конце концов, знай, когда можно, когда нельзя. Имей же хоть какую-то логику в этом. Зажрались настолько, что потеряли страх, перестали бояться, перестали думать. То есть начали действовать хаотично, буквально дикари. То есть вот именно это дикое желание наживы. И прекрасно, да, вот это вот название метафорическое Мидас, это правда. Все дошло до того, что теперь, сейчас уже к чему бы они ни прикоснулись, они уже не смогут это украсть, они не смогут... Он же умер тоже, но не мог есть даже. И вот они не смогут, потому что все превращается теперь
в это золото читать говно. Потому они не смогут ничего сделать. И мне очень нравится то, как себя закапывать, ну, в том числе вот Петров и Ко. Они говорят о том, что ты либо тут, либо тут. И вот эта ложная дилемма, она приводит еще к одной проблеме. Она называется воображаемый противник. То есть искажение представления позиции оппонента. Вот я приведу вам коротенький пример. Вот я себе даже такой пример выписал, что украинцы считают, что во всех бедах виноваты наши политики. Но вот в чем дело, что никто не снимает ответственности с агрессора. Ну, то есть все, понимают ответственность там, да, России и все остальное, но тем противнее осознание, что союзник внутри страны тоже является противником. Но они приводят вот это ложное дилемме. Враг либо это, и вам, украинцы, придется выбирать, кто для вас враг. Так получается, враги везде, и внутри государства. И я же говорю, когда предает близкий человек, друг, жена, дети, это болезненнее, чем когда предает очевидный для тебя, на данный момент агрессор. Твой враг от тебя предает, и ты ты понимаешь, что это вписывается в систему представления. Смотрите, тут же очень классно вот вычленено, каким образом, да, собственно, сделать из НАБУ врага. Вот так пытаются это делать. НАБУ веде війну з українською не державою. получится. З Україною, як з державою? Во-первых, Війну не тех веде на персонажей боці взяли, для того, чтобы Росії. Це защищать доводять позицию. і Понимаете, в чем миттєві дело? реакції російських Для пропагандистів. того, чтобы защитить деструктивную позицию, нужно брать конструктивных персонажей. Мы не можем взять Петрова и что-то отбелить. Мы можем взять Петрова, и даже если Петров будет говорить про что-то хорошее, автоматически это становится плохим. То есть мы уже не можем спасти, но это не спасти. А идея Петрова, она рассчитана на очень узкое, на ограниченное количество людей. Причем не на глупых. Я хочу заметить, что про Петрова можно говорить всякое, но это не глупые люди. Они знают, что они делают, тем хуже их преступления на самом деле. Но они знают, что они делают. Они понимают модель мышления их аудитории, они понимают эти 50 тысяч человек, или сколько там их смотрят. То есть они понимают, что это за аудитория, у них есть четкое понимание, на кого они работают. Это не низший класс, потому что это не совсем какие-то маргиналы, и это вообще никогда не элита. Это среднее такое что-то между подростковое, которое не влияет на процессы в государстве никак. Оно не влияет на ВВП, потому что оно не производит продукцию. Оно ее потребляет благодаря мамам. Мамы дают деньги, они покупают. Вот это аудитория. То есть они не могут это поменять. И то, что они говорят, они просто подначивают тех, кто не мыслит критически, у кого еще не сложилось представление об этой жизни. Поэтому эти тезисы не являются значимыми. Это просто собака, которая гавкает параллельно тому, что происходит там, параллельно тому, как идет караван. Но маленький нюансик все-таки есть. Сегодня Свириденко, на что я хочу обратить внимание, они хотели провести очень интересную операцию. Они хотели провести эту операцию таким образом, чтобы замылить глаза. Вот происходит какой-то хаос, но тем не менее там президент едет туда, он появляется там, он говорит какие-то хорошие вещи. Вот эта клоунада, цирка самый настоящий, там с детьми в каких-то убежищах. То есть вот полная чушь, и они хотят отмолчаться. Но сегодня они допустили колоссальную ошибку. Александр, я думаю, вы сами понимаете, что если ты уже идешь в какую-то игру, ты должен в ней быть до конца предан этой стратегии. Менять стратегию по ходу действий нельзя, можно менять только тактические приемы. А увольнение министра, отстранить Германа Галущенко, это стратегическое решение, это не тактика. Это стратегия. И она нарушит всю стратегию защиты окружения Зеленского. Если уволили Галущенко, это маленький признак того, что можно действовать дальше. И НАБУ будут дожимать. Понимаете, вот им нужно было либо ничего не менять, как упоротое, слепо до конца давить свою линию, потому что это стратегически важно. А они пошли, но они думают, сейчас мы такой маленький тактический прием, уволим одного человека, такой, он стал не рукопожатый, нам нужно показать, что мы его уволили. Нет. То, что Зеленский всегда кидает свое окружение, это и все и так знают, это понятно. Только Ермак не кидает, он как бы еще держит слово, но того Ермака бедного кидает постоянно Зеленский. То есть
То, что Зеленский все готов продать, кинуть, отказаться и так далее, это уже понятно. Но когда вы принимаете решение, основанное на информации, которая вышла, Александр, вчера, а сегодня вы увольняете министра, это говорит о том, что либо все, что там сказали, правда, либо мы еще всего не знаем. Они не понимают, у них нет профессионалов в офисе. Я вам уже в прошлый раз говорил о том, что меня досадует. У вас миллионы. Наймите специалистов. Наймите нормального спичрайтера с традиционными ценностями. Наймите человека, который будет понимать, что нужно людям. Не быдлу, а людям. Я уже много раз говорил, они могли бы все красиво выстроить. Они могли бы, кстати, они могли бы такую классную историю мобилизации сделать. Люди бы мобилизировались. Они могли бы это все использовать, но они не могут, потому что Мидас — это лучшее объяснение. Ну, смотрите, там немножко пролетела эта фраза, да, действительно, он говорит, что НАБУ — это враги, НАБУ за Россию. Но если мы вот так зацепили, давайте вот прям посмотрим, как Зеленский, вообще с каким видом он предстал по тропам, по дорожкам Анджелины Джоли, о которой как бы не знал, что она приедет, в том же Херсоне. Вчера Херсон 3 года как освободили, он записал видео на фоне Стеллы, сфотографировался, все говорят, ну понятно, Авдеевка, очень плохой знак. И вот он приходит к детям. Вітайте! Як справа? Чим займаєтесь? Що малюєте? Я бачу, що малювання. Що саме малюєте? То есть, как дела, чем занимаетесь? Нормально, я вижу, что нормально. А что рисуете? Слушайте, тут страна колотит ее, а он вот это делает. Ну и дальше тоже. Так, правда. Вот эта улыбка, это, конечно, нечто. То есть, вот он прям... Вот это вот все, это все настолько делано. Это мальчики, вот эти... Вот это все, понимаете? Сьогодні повинні бути подарунки, ми вам там також. Nice to meet you! Nice to meet you, понимаете? Ну, видите, детишки английский учат. Общее фото. Як справи? Ну, потім пізніше, так. Саме пофотографії, не стесняйся. Привіт, серйозно. Саме тут один з небезпечних. Так воно 3 ключового карась. Ну и понятно, да? Понятно. Селфи. Селфи. Я вижу в этом кое-что хорошее, и не знаю, обратили внимание там зрители или нет. Ну, сейчас вы как бы о хорошем скажете, но смотрите, какая штука. Значит, вчера было, какой-то там, не знаю, по несколько слов на фоне Стеллы. Вот эту картинку нам дали. Но, внимание, не было ежедневного обращения Зеленского и разговора с телефоном. Одним кадром, 2 кадрами. Они сейчас 2 камеры включают, чтобы, смотрите, мол, это не монтаж, там сзади действительно то, что сзади, это настоящее. То есть это вот тоже такая последнее время история. Хорошо, есть там, условно, пропагандисты для Маргинеса, вы описали так Петрова. Есть более-менее какие-то там вменяемые политологи, которые работают на офис, тоже что-то пытаются выкрутить. А у них сейчас какая линия? Что, да, пиар, вроде как взорвали бомбу на Бушнике, медийную, но дальше это все погрузнет в делах, адвокатах. Короче, то есть они открыли дело, которое никогда не смогут закрыть, потому что это нереально процессуально все это как бы свести воедино, поэтому это медийная атака. Ну и вот как-то так. Но Зеленский почему себя так ведет? Он себя ведет так каждый раз, обратите внимание, он ведет себя так каждый раз, когда происходят серьезные проблемы. Когда они начали преследовать НАБУ, когда они хотели принять этот закон, вы можете обратить внимание, что 4 дня не выходило обращение. 4 дня была тишина. Можно сделать какой-то все-таки вывод для себя, да, основываясь на этих тенденциях. Если он не выпускает никакое обращение, значит, ему говорят, либо не выпускай, потому что ты сейчас этих людей только будешь раздражать тем, что ты игнорируешь что-то, либо говоришь не об этом. Комментировать не вздумай, потому что все понимают, что если начнет комментировать, ничем хорошим тоже это не закончится. А по моей информации, опять-таки, учитывая тех людей, которые там работают, у меня есть там товарищ, он достаточно близкий знакомый Зеленского в обычной жизни. И он говорит, что
Зеленский находится в панике, он каждый день требует какой-то тезис, который ему нужно сказать. То есть он говорит, я хочу сказать что-то людям, мне надо что-то сделать, надо как-то это, надо что-то сделать правильно. Ему говорят, молчи, хуже сделаешь. Говорят, молчи. А почему говорят молчи? Потому что не знают, что написать такого ему. Там спичрайтеры в ужасе. Они не понимают, как это... Никто к этому не готовился. Вот к этому готовы не были. То есть они понимали, что что-то происходит, но что одним днем так и тысячи часов разговоров в телефоне, они же выкладывают все очень постепенно. Понимаете? Они же знают, как это делать. И обратите внимание, на что сказали. Это только первый этап. Дальше больше. Ждем. И вот это вот сильно их пугает. Они не понимают. Им необходимо больше информации о том, что будет делать дальше НАБУ, потому что в зависимости от того, что будет делать НАБУ, будет выстраиваться политика коммуникации. Коммуникационные навыки у спичрайтеров могут быть хорошими. Но если они не имеют всю информацию, представьте себе ситуацию, сейчас они начнут говорить одно, потом НАБУ выкатывает какую-то информацию, и это нужно переобуваться в полете. Это очень неэффективно. Тем более для Зеленского и сейчас, потому что мы уже помним эту ситуацию, когда пришлось переобуваться. Сначала закрывать НАБУ, потом НАБУ и САП, скажем так, возвращать им полномочия, давать возможность жить. Как я уже говорил, что ставленник Татарова, который в САП находится, он же тоже думал, что у них все в порядке, он же там находится для того, чтобы все отслеживать, но даже он не понимал, что происходит эта операция, он не понимал, какие будут последствия. Работа происходит на всех уровнях, и я подозреваю, что работа с помощью американцев, потому что, давайте так, не без помощи американцев, потому что так все четко проделать, дать такие возможности, отследить, куда полетел Мидич. Все понимают, что сейчас уже в Израиле уже нашли. Полетел Цукерман, такое, да, знаете, кодовое слово Шугерман, такое забавное выбрали. То есть, они уже все это понимают, и без работы ФБР это сделать нормально не получится. То есть это сильные, большие структуры в это включены. Паника, которая охватывает сейчас офис президента, колоссальная. Настолько большая, что они вынуждены спускать методички ко всем, и в том числе и к Петрову, и к другим, собственно говоря, спикерам, которые, откровенно говоря, мне кажется, что они подставляют этих спикеров, потому что это защитить невозможно. То есть невозможно объяснить. Еще раз, я просто напомню. Аудитория, вы должны вникнуть в суть этого. В день, когда у вас 2-3 часа в сутки электричества, на электроэнергии воруют. Не тогда, когда избыток, не тогда, когда все нормально, а тогда, когда его нет. Вы должны это сейчас осознать. У вас нет еды, ее отнимают. То есть, и ладно, если вы готовы это терпеть, но у вас же есть дети близкие, у кого-то родители не ходячие, они лежат весь день. Они не могут, допустим, себе что-то позволить. То есть вы должны осознать масштабы бреда. Вот как мы это позволили. Это наша ошибка. Мы это позволили этому случиться. Нам нужно что-то с этим делать. И я думаю, что я допускаю, что еще немножко, и все-таки начнутся те самые недовольства, в том числе в армии. Объясню почему. Знакомый, который находится, мой очень близкий тоже товарищ, который находится на фронте, он говорит, история очень сильно подорвала мотивацию на фронте. Очень. История с Покровском сильно нас продавила. И, говорит, история с тем, что вот вы выложили, она подорвала. Почему? Мы же, говорит, воюем ради кого? Говорит, у меня 2 детей и жена в Киеве. Они сидят сейчас без света. Пауэрбанки покупают, ходят какие-то ищут пункты незламности или еще что-то. Они тупо выживают. И они не выезжают за границу, потому что они хотят быть поближе ко мне. Они не выезжают, хотя могли бы. Я здесь, говорит, рискую каждый день для того, чтобы у моей семьи все было хорошо. Говорит, у меня логика не бьется. Я рискую, а у них плохо. И это плохо причина офиса президента. То есть Зеленский причина всему. И интересно, вот обратите тоже, это очень важный момент. Что написал Коломойский? Сложи полномочия, мальчик. Сложи полномочия. Дай возможность себе остаться в истории хоть сколько-то, сколько времени он молчал. И вот что интересно, то, что это вот сейчас происходит, а британцы очень сильно поддерживают историю с войной в Украине. И тут же выходит интересный момент.
Британия теперь требует 3 миллиарда. Присудили, что Коломойский должен выплатить 3 миллиарда. Я не знаю, с чего он будет выплачивать, но не играет роли. Мы просто прослеживаем, что как только появляется возможность надавить на офис президента, те, кто давит на офис президента, на них давит Британия. Она может на них надавить, может оказать это давление. Это прекрасно, потому что это в очередной раз показывает, что нету понятия политической воли в Украине. Есть просто политическое подчинение. Смотрите, кажется, что вообще что-то изначально идет не так. И вот эта, кстати, атмосфера, которую вы описываете, что мечется Зеленский, говорит, дайте мне хоть что-то, давайте какой-то там победный кейс, это-то и пугает. Потому что варианты могут быть какие? Ну, например, там собрать какую-то группу ВСУ и бросить в Брянскую область, Курск-2. Или, например, там какая-то трагедия жуткая, да, которая там произойдет и перебьет вот это все. Или наоборот, некоторые видят и считывают эту информацию, пока у нас нет полных таких данных, ну почему бы и нет. Вот Умеров полетел в Стамбул. Там, например, вот эти все соросята, антикоррупционеры, говорят, он не вернется со Стамбула. Ну, потому что там с бронежилетами все не так-то просто. Он, конечно, сидя в Стамбуле в командировке важной по обмену, то есть, и тут, как назло, вот это, понимаете, тоже, тут надо тоже россиян понимать. Мы с этой войной, мы очень близки, например, по менталитету, по понятиям, по вот этим многоходовкам, очень похожи, очень близки. Почему? Потому что, условно, наши телевизионщики всю жизнь работают в России на телевидении, сценарии пишут, и наоборот. Люди близки между собой, куча родственников, мы, в принципе, ну, как бы одного поля ягоды, мы понимаем. Но тут, мне кажется, это вот этот мы сами себе хуже сделали, мы просто разорвали, и никто не смог считать. Например, поверенный в Турции Иванов выходит и говорит, ребята, а мы готовы возобновлять Стамбул. И Умеров уже там. Подождите, если Умеров летит туда, договаривается об обменах, то есть гуманитарную часть этого Стамбула-2, если здесь... А он начинает комментировать и говорит, нет, никаких бронежилетов не было. Ну, вот выходит журналистка и пишет, описывает ту ситуацию, которая в подозрении НАБУ по бронежилетам. О том, что Миндич давил на Умерова, когда тот был министром обороны, подписать контракт. Подписали контракт, пришло китайское барахло. Ну, тут же вопрос денег. Деньги уплочены. Ну, то есть, вот в чем вопрос. И сейчас, как бы, серьезно, там, а вернется ли из Стамбула Умеров? Ну, в общем, я к чему? Что могут запустить мирный трек «Стамбул-2». Ну вот, сделать ему искусственное дыхание рот в рот и начинать всем рассказывать о том, что Стамбул пошел. И все вроде как переключаться от Миндича. Но это опять-таки при условии, что вот эту дырку, из которой сквозит, заткнут кляпом. Этот рот НАБУ заткнут кляпом. Вот только при этом, да, при этом это возможно сейчас быстро что-то перебить. Но вы правы, тут многосерийка. И Мидас называется не просто так. Мы царя должны обязательно услышать в какой-то из серий. Ну вот следующих серий. Но Зеленскому действительно тяжело. Вот все же обратили внимание на вот это интервью The Guardian, где у него выключился и включился свет. Какой цирк? Нет, ну все так говорят, цирк, показуха. Но там вот не это смешно, не это важно, не это... Там важен Зеленский. Вот давайте посмотрим фрагмент. Тут именно четкий нужен диагноз. Диагноз психоаналитика. Зеленский реагирует на вот это включение-выключение. Перепади, ну що ж, ну нормально, нормально. Чого я попрошу, щоб вони все-таки трішки прикрутили електрику. Бачите, ну, життя вже дуже багато використовують. Треба економити. То есть много электрики, ха-ха-ха, жизнь, вы же видите. Да вот тут награждение было, наверное, много света оставили, ха-ха-ха. А это не смешно. А это ужас. То, что изобразил Зеленский, ну вот как он обыграл эту историю. Хотя вроде ж актер. Что скажете? Ну, навыки теряются актерские со временем, особенно если повреждаешь мозг какими-то разными факторами. То есть время течет, и навыки теряются.
Я также хочу обратить внимание на его некоторые слова. Для меня, как для когнитивиста, это очень важно. Он делает акцент на том, что украинцы, что ну, вот способность украинцев терпеть — это не про логику. Вы замечали? И вроде бы, ну и сказал, ничего тут такого страшного. Это очень страшно, то, что он сказал. Он назвал, по сути, украинцев слепым, тупым быдлом, которое не руководствуется здравым смыслом. Это не про логику. Хотя на самом деле, Александр, традиционные ценности — это про логику. Любовь к государству — это тоже должно быть про логику. Что значит ты любишь государство вопреки всему? Нет, ты за что-то любишь, потому что нет никакой причины в данной ситуации. Понимаете, нет ни одной здоровой причины быть патриотом Украины в данный момент, когда у власти эти люди. Нет причины, ни одной разумной. И они на этом делают акцент. Делается акцент на том, что украинцы должны потерять связь с здравым смыслом, с логикой, потому что если они этого не сделают, всем будет тяжело. Вот они просто ссылаются на то, что люди должны превратиться в животных. Вот для них вот люди — это скот. И... Ну, погодите, смотрите, тут же тоже такой момент. Когда Зеленский, вот это вот, ему весело, то, что выключили свет. Я, например, тут считал здесь радость от маневра. Ну, вот, знаете, радость от процесса. Ну, то есть, нет, я сейчас на полном серьезе. То есть, смотрите, как получилось. Он же сидит напротив этого журналиста, да? Он же вот это смотрит, они с ним общаются. Он же видит, что это все клацкло, выключили там на несколько секунд. Вот, он говорит, ха-ха-ха, все это жизнь, все сейчас так, и мы сейчас так. Надо попросить, чтобы экономили. И ему по кайфу. Да, по кайфу. Вот это шоу, которое они исполнили, это смех и радость не потому, что у всех свет выключают. Мы можем превратно понять его как человека. Это радость от того, что как круто! Какой ход! Как! Это прямо... Сейчас многие перепевают в ТикТоках песню «Наш вечерний квартал». Ну, вот эту на заставке, которая, где сияют витрины, где горят... «Если ты от жизни от своей устал». То есть, ну, понимаете? То есть это все накладывается таким очень тяжелым грузом на обременение, лишение, смерти и ужас. И вот я очень рад, что массово украинцы, находясь без света, находясь... Ну, кто-то ждет с войны, там, плюсик. Там же как общаются? Плюсик! Плюсик, значит, жив. Ну, то есть, все, жена, выдохнула, и дальше занимается там, ищет это окно, чтобы постирать, да, условно, в стиралке, окно со светом. Плюсик есть. И вот в этот момент украинцы начинают высмеивать Зеленского, высмеивать его квартал. И вот он кайфует от этого. Но тут в момент игры я хочу, чтобы мы посмотрели, и вы частично начали об этом говорить. Но Зеленский, вот говорите, Зеленский и украинцы, да, животное, вы вот употребили это слово. И вот он признается в любви в этом интервью украинцам. Получается, что это любовь как к домашним животным. Давайте послушаем. Очень важный момент. Я просто люблю Україну. І я не можу це якимось чином, знаєте, як, знаходити причини. Я думаю, що все-таки люди тримаються на чомусь більшому, ніж тільки на логіці. Тому що я думаю, логіка, вона важлива, коли ти приймаєш ті чи інші рішення. А триматися який довгий час, як тримаються багато українців, я думаю, що це більше, ніж логіка. Це така прив'язаність, це любов до твоєї батьківщини. Привязанность. Любовь к своей родине. Родине. Ну и дальше. Увага до України. І я дуже люблю наших людей. Вони, безумовно, різні, як і в кожній державі. Бо всі ми різні, да. Ну, я люблю. Мені тут зараз важко в Україні, бо війна, але мені тут хочеться бути
Мені хочеться їй допомогти максимально, чим я зможу. Безумовно, чим я зможу. Вот. И вот этот момент, безусловно, чем я смогу. И повторил, чем я смогу. Мне хочется быть здесь, мне хочется помочь, чем я смогу. И это все обретает абсолютно новые грани на фоне, того, с чего мы начинали, на фоне этого скандала, да, где, это кумовья президента, друзья президента. Смотрите, вот это признание в любви, это получается после слова «привязанность», которое выскочило, это как любовь к домашним животным? Очень похоже на закон. И вот так ценно, что можно стричь этих овец бесконечно. И я хочу улучшить их условия, насколько это будет возможно в это время. Вот отзывается такая знаете, история с тем, что... И он же, смотрите, он же не говорит народ. Вот он использует именно люди, как будто он пытается очеловечить, но он не понимает, что он делает только хуже, потому что задача президента не относиться хорошо к людям. Задача президента для народа сделать условия. А он относится выборочно. Люди. И вот он говорит, это не про логику, естественно, вот как, знаете, животная привязанность, неразумная, нелогичная. Конечно, я бы хотел помочь, чем смогу, но так жаль, что им там тяжело. Они все, безусловно, разные. Знаете, он еще и людей разными называет. Народ, он не разный. Народ Украины, Зеленский. Народ. Это не просто тебе люди. Это не какие-то люди, откуда-то понаехавшие. Это народ, который ждет, терпит, и какого-то черта в какой-то момент тебе доверял. Это не просто люди. Просто люди — это люди, которые оказались там по своему решению. Просто такой народ оказался в серьезной проблеме. Ты не можешь просто помочь им, чем можешь. Ты должен делать все, что от тебя зависит. От тебя зависит много. Но не издеваться же над ними. Но это же, это на самом деле, вы правильно подметили. Его больше беспокоит и радует он сам от себя в кайфе. Знаете, где-то он подскочит, еще станцует что-то. Вот когда погас свет, и он думает, это классный на самом деле прием, а вот если бы сейчас в государстве не было таких проблем со светом, этого было неэффективно. То есть, понимаете, и его не заботит то, что кому-то нет возможности, как вы сказали, постирать вещи. У кого-то нет возможности просто поработать, работать с ноутбуком. У кого-то нет возможности связаться с человеком с фронта. Его не это заботит, его заботит, как красиво оно только прикольно взяло и потухло. Тем более потухло оно планово, потому что этот дворец подкручен 24/7, там ничего не тухнет, я думаю, это все понимают. Я надеюсь, украинцы, которые нас смотрят, я надеюсь, вы понимаете, вы же, должны понимать, что это работает там 24/7, ничего там не тухнет и работает круглые сутки. Люди, которые там работают, я думаю, и у Александра есть много знакомых, которые с этим всегда не знают, что там ничего не тухнет и не теряется свет никогда. Это все просто маленький, дешевый, очень дешевый трюк, тем более мы видим, что отключилось и как, в каком порядке. Вы, зрители, знают, как отключается свет. Да. Или смотрите, или как скачет напряжение, все посмотрели последние дни. Вот это все, когда ты сидишь и трусишься. Опять, все же очень дорогое. Дорогие вот эти преобразователи, которые выравнивают по всей квартире напряжение, да, чтобы не погорела техника. А ты действительно, вроде свет есть, но ты бежишь, вырубаешь этот рубильник, потому что сейчас скачок, и у тебя не будет твоих холодильников, телевизоров, твоей техники всей, и ты понимаешь, что это беда. А давайте о людях немного. Мне кажется, что отношение у людей к власти изначально, я заметил, это такое наблюдение на протяжении лет. Я сейчас даже отойду от войны, от всех. Как пришел Зеленский, все его начали копировать. Копировать манеры, копировать, это стандартная практика, знаете, это как, в России, например, Ельцин в теннис играл, все в теннис начали играть, пришел Путин, все там одно время в кимоно были, когда Путин был помоложе, имеется в виду, когда вот это все, да, и все так резко с тенниса на дзюдо переключились, например.
копируют. Это такая мода. Это не украинцам свойственно. Но меня интересует другое копирование, смысловое. Отношение власти и слуг народа не как к своим хозяевам, а как вообще к просто челяди поражает. Вот недавно выходит... У нас же сейчас какая история идет? Да? Европа. Да? Мы же за Европу воюем, за европейское будущее. Вот выходит Корниенко. Это такой товарищ, который, он был на первых ролях в начале, он был главный политтехнолог, он все это разруливал, и вот он сейчас вице-спикер, появляется реже. Автор вот этой «Баба-да, корабельная сосна», они сидели там с Арахамией. Это такой достаточно видный слуга народа из ближнего круга, но сейчас меньше отсвечивает. Я так думаю, что просто понимает, что происходит. Но тут нельзя не отсвечивать. Это же все-таки о Европе, дает интерв'ю. Чи розуміє суспільство, що таке вступ в ЄС? Я їжджу по країні, і є думка, мені висловлювали представники місцевого самоврядування, що для пересічних людей, особливо в сільській місцевості, вони звідкись це взяли з досвіду Польщі, вони кажуть, всім дадуть по 10 тисяч євро. От, типа, на вступі. От ми вступаємо, наступного дня всім на рахунок, от як в Еміратах, цих, знаєте, Катарі, в великих там країнах Затоки, де багато грошей, вони роздають їх людям при народженні, да? Там народжуєшся, тобі там 20 тисяч доларів на рахунок, да? От, типа, вступили в ЄС, всім там по 10 тисяч євро, і всі, класно. Ні, ми пояснюємо, що це насправді не тільки можливості, це що обов'язки. Вот, понимаете? То есть я очень возмутился, когда увидел этот ролик. Значит, ездит он по селам, а там люди ждут, что при вступлении в ЕС всем по 10 тысяч евро раздадут, и как вот в Катаре, как в заливе, да, вот эти страны. И, мол, какие глупые люди. А мы вот им объясняем, что нет, это же не только это привилегии какие-то, это обязательства. Мне кажется, вот вы так проводили выше, да, в начале нашего разговора, параллели с детьми. Это даже не с детьми. Это вот правда, как с домашними животными. Это вот когда я беру такую удочку с бантиком и перед котом пытаюсь вот это вот играть с ним. То есть отношение к народу, а ведь Украина, она вышла из села. Украина вышла из села. И там фольклор, мудрость украинского народа, какие-то там есть своя смекалка, свои какие-то... Но они их представляют такими отсталыми. И вот это отношение на самом деле вот этих власть придержащих к людям. Они не знают, какие люди, в этом-то и проблема. Они не знают, что хочет их народ. Они почему-то... Кстати, вот тоже хочу обратить внимание... При том, что они все время утверждают, что русские, украинцы, белорусы – это разные народы, вот мы прям категорически разные, они используют одни и те же методы для подавления конкретной группы населения. Они не понимают, что украинцы – это не какой-то колхозник, который просто будет есть чушь, которую вы ему даете. Украинец – это очень осведомленный молодой человек, который работает сейчас на какой-то работе и знает очень хитрые методы влияния. Это, например, очень способная балерина какая-то известная. Это, например, человек, который является человеком науки или искусства. Украинец — это не... Вот они относятся так, как будто украинцы — это колхозники. И вот нужно его просто подавлять. То есть никакого пряника, только кнут. Ничего хорошего быть не должно. Пряник может быть, но только воображение. Вот представьте, что у вас будет. Или как оно будет когда-то там. Когда-то там. Это как тоже... Это же видео, там, где военный говорит о том, что нужно всех мобилизовать, и люди еще не понимают, но это для их блага. Да? Безумие. То есть вот они пытаются убедить, что чем хуже мы живем, тем лучше нам. Но они же не понимают, что украинец — это совершенно не какой-то тупой колхозник, который не способен мыслить. Это как раз люди мыслящие, просто многие из них уже уехали, и они не могут влиять на эти процессы, ждут, когда это все закончится. Как я уже говорил, это закончится, к сожалению, хотелось бы раньше, чем закончится, но закончится. И когда он декларирует, что нужно организовать, вот он же заявляет, я видел и другие его заявления, он заявляет о том, что для украинцев нужно организовать какой-то базовый минимум, и они не должны высовываться. Вот они должны себе спокойно жить. У вас есть
просто какой-то минимум. Вы должны как бы гордиться тем, что у вас есть минимум, и в такое тяжелое для государства время вы можете себе позволить внимание, смотреть телевизор и что-то кушать. Настолько занизили планку жизни для украинцев, что просто сам факт существования для них должно быть каким-то статусом привилегии. Это же безумие. Они превратили людей просто в... это плантация. Для них это плантация, которую они могут стричь, когда им необходимо. Никто не считается с потребностями людей. Издеваются как могут. То есть отнимают деньги у одних воров, передают другим. Причем под таким, знаете, вот смотрите, мы отняли у вороватого чиновника деньги и отдали другому вороватому. Это как вообще бьется в сознании людей? Не бьется, на самом деле не бьется. То, о чем я говорил. Несмотря на то, что тупых людей очень много, особенно профессиональных украинцев, некоторые обстоятельства прогибают даже их ограниченность. И они рано или поздно становятся, они просто задаются каким-то простым вопросом. Какого черта происходит вообще? Почему это? Хорошо, воровали на бронежилетах, когда было не критично. Воровали на яйцах там, для ЗСУ. Но электроэнергии ее ж нет. То есть она же не генерируется. Уже ж написала госэнергоструктура написала о том, что мы генерируем ровно 0. А на следующий день, после того, как получила по заднице, поменяли свой тезис. Видели это, нет? Они же написали, что мы генерируем сейчас ровно 0, мы ничего не генерируем, все разрушено. На следующий день их настращал офис президента, и они поменяли, изменили формулировки, сказали, мы боремся, мы держимся, все будет нормально. Нету уже с чем бороться, не за что бороться, нет электроэнергии, и продают ее, и все равно подставляют людей. Вот это та колоссальная ошибка, которую они допустили. Они бы могли годами воровать и дальше. Они могли бы жить очень качественно. Но они сейчас рассчитывают на то, что они выйдут, там вот тот Минтич надеется на это. Но и даже Минтича возьмут, если просто будет команда ФБР дана. То есть возьмут, ничто не остановит. Вот это ощущение неотвратимости наказания вынуждает их бояться. Ведь Минтич относительно недавно вернулся в Украину. Он был где? В Австрии, по-моему, если я не ошибаюсь. И он из Австрии вернулся в Украину. Потому что в Австрии уже начали проводить обыска у их там, у одного правой руки, там у кого-то еще начали проводить, кто-то связной был, начали проводить обыска. Вернулся в Украину, думает, здесь в Украине-то я царь, мне ж ничего не будет. А нет, оказывается, за день до того, как их всех крепко взяли, они кто-то в этот же день выехали за границу и поехали, естественно, куда? В Израиль. Создается такое ощущение, как будто мир хочет показать, что что-то не так с Израилем, что ли, или там с представителями. То есть у меня начинает казаться вот эти все шуточки антисемитские, которые пацаны между собой шутят постоянно, черт возьми, они превращаются не в шутки. Это уже не смешные шутки. Это уже, ты такой как будто бы, да я раньше, это ж юмор, нации не бывают такими. А потом какой бах, и что происходит? Почему такая череда? Один раз это понятно, 2 это случайность, но 3 это уже какой-то стандарт. И что-то не так с этими фамилиями, что ли? Дело в фамилиях, да? Возникает какая-то такая мысль. Спартак, я хотел бы еще в завершении обсудить с вами ситуацию с мобилизацией украинского общества. Вы так пробросили, что можно было бы им хорошенько всех мобилизовать, но идут по старым лекалам. Значит, вот военный из рекрутинга одной из бригад, 28-й, по-моему, он говорит о вот этой тенденции, о которой говорили, потом, в общем-то, начали опровергать, а потом опять начали подтверждать. Короче, собирают всех бомжей и отправляют в ВСУ. И вот он говорит, что, ребята, если он прошел ВЛК, то это не просто бомж, а это человек, получивший шанс исправиться. Вот прямо на українському телевіденні заявляє. Питання не у статусі людини, а в її готовності. Якщо людина без житла, але вмотивована, має здоров'я і має бажання долучитися до армії, це вже не мобілізація безхатьків, а можливість відновити свою гідність і долучити до Збройних сил України. І це ж не одразу людина прийшла і попала в підрозділ. Вона проходить ще певний період
часу вона проходить бойову підготовку, і навчальний центр вже відрізняє, які вона може виконувати дії в війські. Чи можна її допускати до підрозділу, чи не можна. Це 2 місяці базово загальної військової підготовки. І взагалом бригада вже потім, коли людина потрапляє в підрозділ, ще є злагодження. Тому не буде так, що людина потрапила в Збройні сили і її одразу кинули в бойовий підрозділ виконувати якісь завдання. У нас, а вже ж, буде час навчити її, подивитися, зрозуміти, чи може вона служити, чи не може, і є загроза, не є. Більше відео дивіться. Ну, короче, как это? Подобрали, отмыли, писать стоя научили. За 2 месяца там же есть еще сборы, подготовка, слаживание, и все нормально, понимаете? И все хорошо. И это шанс для человека. И вот так препарируется и подается информация, которая на самом деле звучит по-другому. Отлавливают все живое. Все живое, включая даже вот этих людей. И я вот помню, я показывал в каких-то из своих прямых эфиров, ну, там где-то несколько месяцев назад, когда одного из таких бомжей прям люди снимают. Ну, там казармы, я так понимаю, учебка, полигон снимают. Он не в казарме живет. Он в загороде живет, вот там настелил себе что-то. То есть живет так, как знает, как жить. И они вот находят с телефонами их солдатики и снимают. О, это наш там Петька какой-то или кто-нибудь там как-то, Васько как-то они его называют. Это наш Васько дурачок. А куда его девать? А потом его никуда не денешь. То есть, ну, не отмыла армия. Тем более такая в этой ситуации. В завершение прокомментируйте эту историю и... Ну, нас, наверное, ждет еще более жесточайшее усиление мобилизации. Это сложно назвать мобилизацией. Вы правильно сказали, это отлов. Это не совсем мобилизация. Более жестокой мобилизации быть уже не может. Могут только изменить, ну, внести правки для того, чтобы женщин мобилизовать. Но это не случится. Честно скажу, это нереалистично. Я в это просто даже не верю. Хотя хотелось бы посмотреть на эту историю. Так все топят сейчас за это, посмотрел бы. Значит, смотрите. Если мы опираемся на их тезисы по поводу того, что статус человека меняется после того, получает он в руки оружие или нет, мы не можем изменить личность человека путем организации его трудовой деятельности. Это невозможно. Еще был такой очень толковый специалист Рубинштейн, психолог, он психофизиолог, очень много полезных вещей. И он рассказывал о том, что для изменения структуры личности и придания другого статуса должна поменяться не просто деятельность, а должно поменяться сознание. Сознание измениться у человека, который живет на улице, не может, потому что очень многие из них на улице оказались по ряду причин серьезных, таких как, например, алкогольная или наркотическая зависимость. Или психиатрические заболевания, такие как шизофрения, биполярное расстройство, там, шизоаффективное расстройство и так далее. То есть очень широкий спектр причин. Дача возможности этим людям иметь в руках оружие — это просто уничтожение себе подобных в своих же рядах. Это нерационально. Это я говорю с точки зрения психиатрии. Это неправильно. Теперь поговорим чисто про социально-психологический аспект. Отношение к людям как к моб-ресурсу исключительно. То есть уже говорят, там не хватает человеческого ресурса. Никто не говорит о том, что там не хватает воинов, солдат. Все это называют человеческим ресурсом. Они обезличивают. Почему? Потому что когда умер человеческий ресурс, это не так больно, как когда умер человек, чей-то отец, чей-то сын, друг, брат и так далее. Легче всего замылить глаз такими тезисами. Неспособность мотивировать, смотрите, неспособность мотивировать население здоровое, которое могло бы воевать, говорит о том, что они, ну, идя уже путем мобилизации бездомных, бомжей буквально, они уже не верят в то, что люди им поверят. И это больше говорит о них самих. Это прекрасно, что они это осознают. Потому что включение в мобилизационный ресурс людей бездомных — это уже второй этап после мобилизации заключенных. А мы знаем, что и такая практика тоже имеется. Она имелась в Российской Федерации, она имеется в Украине. Мобилизация людей, которые находятся в местах не столь отдаленных. Потому мы сначала смеемся над русскими, как они ведут политику мобилизации, а потом мы начинаем спрашивать у них: а подскажите, а как вы вот это сделали? А вот это вот?
Ой, блин, слушайте, так прикольно, мобилизовали столько бездомных, и улицы стали чище. Красота, одни бонусы. Но они не понимают самого главного. Если они берут с улицы бездомного, и я хочу, чтобы, кстати, сейчас зрители это запомнили, чтобы они внемлили этой вот мысли, это очень важно. Если они берут с улицы бездомного, отмыли его, он прошел в рекрутинговом центре там, месяц тренировок, и он стал военным, имеющим такой же статус, как человек в 21 год, пошедший за 1 миллион, молодой парень, имеющий свое хорошее будущее, пошел рисковать своей жизнью, если он имеет такой же статус, то грош цена этому статусу в принципе. Это ничего не стоит. Нас не держат за людей, мы просто стадо, нас смешивают всех в одну когорту. А военные — это все не так просто, как люди себе представляли. Военные должны иметь статус, потому что настоящий военный, который реально хочет помочь государству, он рискует ради всех нас. Пока его обманывают, пока у него воруют, отнимают последнее, что можно отнять, и впоследствии и этот скажет «я воевал», и бомж скажет «я воевал». И возникает вопрос, кому отдать предпочтение. Когда смешивают маргиналов и элиту, это превращается не в элиту, а в маргиналов, потому что мы не можем все дотянуться до высокого статуса. Мы вынуждены опуститься до того, на котором находится самая низшая ланка. Поэтому, пожалуйста, подумайте об этом. Хотите ли вы жить в таком государстве? Хотите ли вы, чтобы это все продолжалось? И обязательно следите за новостями, потому что сейчас очень интересное происходит. Спартак Суббота был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Спасибо, Александр. Друзья, спасибо, что посмотрели это видео. Напишите, что думаете в комментариях. Берегите себя и друг друга. Добра и света.